Друзья, всем привет! Я Рома, ваш контркультурный гид. Не прошло и года, а я уже выкатываю новый топ по жанрам. Теперь это Горграйнд. Думаю, вы вполне понимаете, зачем запустили это видео, поэтому я не буду пускаться в длинные рассуждения об истории Горграйнда и его особенностях. Вы наверняка все это знаете и без меня. А если не знаете, Google в помощь. Важный дисклеймер. В топ вошло в том числе несколько альбомов порнограйнда, потому что между этими стилями нет разницы, кроме тематики песен. И не забудьте посмотреть мой топ грайндкора, но только после того, как посмотрите этот ролик. Также напомню, что альбом расположен произвольно, то есть порядковый номер ничего не значит. Итак, поехали. Открывает топ команда с названием, которое мне, если честно, стыдно переводить. В отличие от большинства коллег, эти итальянцы ответственно подошли к сочинительству, поэтому их песни не походят одна на другую, как два яйца, что лично у меня вызывает нескрываемое восхищение. Особенно учитывая, что начинали господа с нойз-грайнда а-ля NL Kant, а здесь вдруг заиграли порно-грайнд. Также хочу отметить вокалиста, который совмещает визгливые и унитазные вокалы, харизматичную внешность и экстравагантные наряды. Впрочем, и остальные участники выглядят не менее эксцентрично. А еще наконец-то появился повод поблагодарить группу за джинглы для моего модного YouTube канала. Грация, сеньори! По-моему, этот альбом стал классикой почти сразу после выхода. По неведомым причинам люди угорели с одного из треков этих голландцев, не буду произносить его название, чтобы не шокировать детей и их мам, и начали клепать с ним видеоприколы, которые неплохо вирусились. Как, например, вот этот. Возможно, немалую роль здесь сыграла запоминающаяся обложка, которую, к сожалению, по правилам YouTube я не могу вам показать, но вы легко найдете ее в сети. Что же до самого альбома, то здесь вас ждет среднетемповый горграйнд с утробным вокалом, который принесет вам приятное урчание в животе и разогреет аппетит. Выходцы из хваленной чешской школы горграйнда в 2006 году зашли сразу с козырей и нехило взбодрили фанатов тяжелой музыки. Несмотря на свое происхождение, которое вроде бы подразумевает интерес к пиву и покатушкам на шкодах, чуваки угорели по аниме и его специфическим разновидностям. В результате получился мощный альбом с узнаваемым звуком в необычном сеттинге. К сожалению, второй и последующие альбомы, несмотря на продолжение традиций, вышли не такими уж веселыми и бомбезными, поэтому к ним я отношусь довольно прохладно. Но дебютник однозначно рекомендуется к прослушиванию. Несмотря на широкую популярность гор и порнограйнда на просторах СНГ, реально интересных команд здесь буквально кот наплакал. Тем не менее, они есть. Например, тверская банда Duo Dildo Vibrator. Соотечественники Михаила Круга еще в 2009 году удивили музыкальное сообщество довольно качественным альбомом Light My Fire. А в 2013 они выпустили пластинку, которая превзошла любые ожидания. Очуметь было с чего, ведь звучало это, да и звучит до сих пор, на, не побоюсь этого слова, мировом уровне. Кроме того, тексты песен, как обычно, пестрели яркими образами, необычными темами и специфическим юмором, присущим порнограйнду. А дополняло это все красочное оформление, которое я вам не покажу. Увы.
Кстати, в телеграм-канале Rubbish Music есть пост целиком, посвященный этой модной группе. Ссылочку я оставил в описании. Переходите по ней после просмотра этого видео и просвещайтесь. Наверняка среди моих зрителей есть люди, которые ничего не смыслят в готовке, ну и в целом не хотят с ней заморачиваться. Но при этом желают есть вкусно, разнообразно, а главное полезно. Раньше для таких целей нужно было разориться на сервис доставки еды, а те, кто побогаче, нанимали домработниц. Но технический прогресс не стоит на месте, и теперь все проблемы с приготовлением жратвы решает чудесная штука под названием аэрогриль. С аэрогрилем ваше участие в приготовлении пищи сводится к минимуму. Нужно лишь сунуть продукты в его чрево, выставить время, а дальше остается идти на любимый диван и тупить в ТикТоке. Остальное сделает этот чудо-агрегат. По сравнению с духовкой, аэрогриль, что Усейн Болт на фоне наряда скорой помощи. Блюдо приготовится быстро и без заморочек. Даже масло не надо добавлять. Особо продвинутые девайсы предлагают раздельные камеры, которые можно синхронизировать. То есть вкусные овощи с курочкой или рыбное филе с картофелем фри будут готовы в одно и то же время. Чудеса, да и только. Вы спросите, а где же минусы? Если честно, найти их сложно. По крайней мере, реальная пользовательница этого чуда отметила только лишь его массивный размер. Поэтому счастливым владельцам бабушкиной квартиры в Хрущевке придется мириться с тем, что на их кухне прописался дальний родственник R2-D2 и сломал весь стиль. В общем, если вы давно мечтали питаться дома вкусной и разнообразной едой, аэрогриль – ваш выбор. Приятного аппетита! Не самые известные поляки к 2008 году уже имели за плечами около 10 лет существования и 3 номерных альбома, но большой славы не снискали. Впрочем, и после выпуска Satan Owns Your Stereo они так и остались командой второго, если не третьего эшелона. Но это нисколько не должно испортить вам кайф от прослушивания этого альбома. Другие пластинки, особенно ранней эры, скорее всего покажутся вам не такими выразительными и прикольными, но как минимум за песню Graveyard Cowboys их однозначно нужно навести в зал славы рок-н-ролла. Впрочем, на мое мнение, очевидно, всем насрать. Еще одна команда, чья песня, а точнее любительская поделка с сомнительным видеорядом под ее аккомпанемент, в свое время летала по сети. Но альбом заслуживает внимания вовсе не за это. Немцы нарулили приятный звук, делая упор на неспешный темп и кочевый грув. Ну, относительно приятный, если это, конечно, здесь применимо. Думаю, садокизм уже тоже считается классикой, ведь это, можно сказать, квинтэссенция жанра порно-грайнд. Здесь присутствуют все главные признаки, в том числе длинные бесячие интро, которые физически неприятно слушать. Можете убедиться в этом сами, запустив 4-й трек, но только после консультации с психологом. Regurgitate, по моему мнению, наиболее подкованный в музыкальном плане среди всего списка коллективов. Мало кто обладает навыком в каждом альбоме выдавать от 20 до 40 хитов, не похожих друг на друга, но при этом в собственном узнаваемом стиле. Звучание шведов отличается напористостью, неистовым темпом и двухвокальными партиями, похожими на вой разъяренного ведущего программы Соловьев Лайв. Я выбрал, на мой взгляд, лучший альбом дискографии, но обязательно прослушайте остальные, если вам по душе истязать уши подобным ужасом. И да, несмотря на название альбома, Regurgitate всю жизнь играли горграйнд. Имейте в виду. Прежде чем я перейду к оставшимся альбомам, хочу упомянуть несколько релизов, которые не вошли в итоговый список, но тоже достойны прослушивания.
Например, немцы Good с их опусом Order of Torture выдали примерно то же, что их соотечественники с Cockenball Torture, только на 7 лет раньше, то есть в 1995 году. В том же году отличились поляки Dead Infection, выпустив альбом A Chapter of Accidents с обложкой, которая заставит многих извергнуть вчерашний ужин. Из относительных новинок можно выделить две пластинки, вышедшие в 2009 году. Это Grindvarus поляков Squash Bowels, как видите, команд из Польши в топе довольно много, и Kikos от наших соотечественников из Sick Count. Я не знаю достоверно, что означает название этого альбома, но интернет утверждает, что на русском это звучит как «полная жопа». Что ж, вполне походит на правду. Ну а теперь финальная тройка. Очередной, но не последний релиз из топа, вышедший в 2006 году. Я уже говорил в своем телеграм-канале и не поленюсь повториться, что Space Symphony Around Us, на мой взгляд, один из лучших альбомов в истории горграйнда, на который стоит равняться. Чехи записали 17 весьма разносторонних песен, которые ни разу не наскучат при прослушивании. А еще здесь затесался кавер на Napalm Death, и это тот случай, когда перепевка нисколько не уступает в качестве оригиналу, а может быть даже в чем-то превосходит его. Увы, Space Symphony Round Us так и остался единственным ярким пятном в дискографии Carnal Diaphragm. Остальные альбомы можно смело скипать, в том числе и прошлогодний The Garden of Earthly Delights, который я не преминул разгромить в своем телеграм-канале. Но не стоит считать меня истиной в последней инстанции. Прослушайте все сами, возможно, у вас будет другое мнение. Без сомнений, в 2006-м голландцы Last Days of Humanity выпустили легендарный альбом. Как минимум, многим точно запомнился любительский клип с двумя персами из Сезам, которые внезапно выдают мозговыносящий саунд в виде закрывающего трека с этой пластинки. Между прочим, этот шлягер до сих пор стоит в моей мобилке, как мелодия звонка. Правда, я уже давно использую исключительно режим вибраций, поэтому окружающие могут быть спокойны. В целом, здесь работает правило «послушал одну песню, послушал все», но вряд ли это остановит музыкальных маньяков, которым только и подавай что-нибудь невыносимое и жестокое. Если вы один из таких, Putrefaction in Progress однозначно займет место в вашем сердечке. Как и в случае с топом грайндкора, я не мог не поставить на первое место пионеров жанра. В 1988 году мир, еще не отошедший от шока после скама от Napalm Death, снова был травмирован Биллом Стиром и его товарищами. Причем неизвестно чем больше – весьма отвратительным качеством сведения, сомнительной тематикой песен или безумным вокалом с применением гармонайзеров. В любом случае музыканты добились своего, они остались в истории. Буду честен, я правда люблю этот альбом и с удовольствием прислушиваю его время от времени, но все же он не дотягивает до той вершины, на которой сидит другой лонгплей каркас Symphonies of Sickness. Но так как это уже не чистой горграйнд, а нечто близкое к дэдграйнду или даже дэдметаллу, в зачет попала первая пластинка группы. И без сомнений, совершенно заслуженно. Ну что, друзья, вот такой вышел топ. Если вы не согласны с ним, можете изложить свое мнение в комментариях. Главное, делайте это внятно и без грязи. У нас тут все-таки приличное общество. Если же он вам понравился, то влепите лайк этому видео. Я буду безмерно благодарен, а еще это поможет как видосу, так и каналу в целом. Напоминаю, что у меня есть два телеграм-канала. Одноименный контркультурный гид, где я веду беседы о высоком, и Rubbish Music, где я рассказываю о хорошей музыке. Еще у меня есть TikTok и шортс с модными обзорами, которые наверняка будут вам полезны. Обязательно зацените. Ну и не забываем про Бюсти, где можно подкинуть баблишко на оплату услуг монтажеру. С вами был Рома, ваш контркультурный гид.
Спасибо за внимание и до скорых встреч!